всем намасте. Сегодня 4-й день в Гокарне и самый главный день праздника Махашиваратри. Мы сейчас с Лехой двигаемся в сторону большой телеги. Вроде как скоро совсем начнется главное событие. Остальная банда где-то догоняет сзади, и мы готовы тягать. Ребята, вернее, будут тягать, а я буду снимать. Мы полны мускульности. А вот и Паша Баба идет. Баба-джи. Здорово. О, намашива. Здравствуй. Мы идем толкать. Я иду есть. Как я могу толкать телегу, если у меня нет сил, я хочу кушать? Лады, давайте я сейчас быстренько кушаю и к вам. Давай, хорошо. Отлично, мы идем и собираем команду тягачей. Возможно, в этом году кто-то вновь попробует броситься под ее колеса. Я в прошлом году не заметил таких желающих. Возможно, тренд сменился. Если ты бросишься под колеса или в целом как-то ритуально себя убьешь раньше, чем придет смерть как бы от нехватки таблеток, то ты таким образом на этой грешной локе сансарной уже перерождаться не будешь. И особо ценным является умереть в святом месте или под святым объектом, таким как колесница. А тем более еще это микс, дабл-микс. Ну да. То есть ты как бы и под святым артефактом умираешь, и в святом месте, и в святой день. Вот это, очень термоядерная смесь. Слушай, если бы такое произошло, мне интересно, как бы отреагировали местные люди. Они бы ликовали или что бы случилось? Я думаю, они бы, сначала как бы небольшое у них драматургия случилась, молниеносная, а потом, возможно, они бы порадовались, потому что я видел, как проводят похороны буквально вот на том пляже, на котором мы сейчас сидели, кушали. То есть как там устраиваются похороны, это такой симфонический балаган с оркестром в чем-то даже. В общем, играет музыка, поются какие-то песни, как у нас, например, на свадьбу. Ага. Вот они так последний путь провожают, собственно. Потому что в соответствии с идеей индуизма, если ты умираешь один раз, то очень большая вероятность, что ты в следующей жизни во что-то получше переродишься, чем в нищего, или в бедного, или малоимущего, или в калеку. Ну нормально. У меня нет желания кидаться под колеса. Мы будем кидаться бананами. Многие, видимо, я так понимаю, более шаристые челы, они до того, как этот кипиш начинается, они просто подходят и касаются этой колесницы. Я полагаю, это вот тоже считается благословением. Возможно, когда-то вот эта часть проезжала по людям. Чему-то черепу, Да. и он хрустел, как свежеподжаренные лепешки. Пойдем канаты посмотрим. Подготовка к пудже. Тут самый лакшери, как бы. Да, они потом будут бить кокосы в этом месте. И посмотрите на канаты. Только канаты, наверное, весят, но я не знаю, может быть полтонны. Они достаточно тяжелые, из кокосовой веревки. И потом в горочку катить ее вон в самый конец этой улицы. И обратно тоже. Местные брамины. Да, вот обрати внимание, как они делают свечи. То есть у нас обычно берут какие-нибудь свечи из Икеи, которые для здоровья не рекомендуемы, так как из парафина. А у них натуральное масло, в него окунается нить и поджигается натуральным маслом. Считается, что очень сильно гармонизирует и очищает пространство от разных скверны. Такие ритуалы, и в частности огонь на натуральном масле. Вот здесь можно у этих ребят купить бананов. Потом будем кидаться ими в браминов. А точнее внутрь этой колесницы. Считается, что если кинуть банан и попасть прямо в окошко, это благословение и все вот эти вот блага. Жарит капитально, так что я обновляюсь. Ты будешь тягать, Лех, с начала до конца? Но если у меня будет выбор броситься или тягать, то, пожалуй, я лучше потягаю. Посмотрим, насколько с начала до конца, потому что тут практически вот все, кто находится сейчас в городе, они будут стремиться хотя бы коснуться вот этого каната. Мы, в общем, будем курсировать по этой улице, так что мы вряд ли что-то пропустим. Кстати, вот интересный момент про женщин. Я, по-моему, не видел ни одной женщины, которая бы тягала эту колесницу. А у них, в принципе, женщин не везде вот пропускают до таких штуковин. У женщине отводится такая роль, что она больше хранительница очага и в тени как бы больше находится. То есть мужчина, он даже брамины, женщины, такого, это редкое какое-то явление.
как и там женщины-йогини, хотя они там есть, но это редко. Для нас это, конечно, звучит странно, потому что как будто мы в новом мире, где вот все, значит, на равных. Но все-таки здесь традиция, и к тому же этот город, который традиции очень сильно сохранил, в отличие там от, не знаю, того же Гоа, например, или других многих, кстати, городов в Индии. Здесь Гокарна, он такой прям трушный, ортодоксальный город браминов. Здесь прям храм на храме, брамин на брамине. И, естественно, они свои традиции здесь сохраняют. Это надо смотреть больше в контекст. Почему вообще, какая роль женщине отводится? Ну да, ну логически у женщины особо нет столько силы, поэтому проще собрать 200 мужиков, чем 500 женщин. Да, потому что, я так полагаю, если хотя бы муж там или брат, он тягает, то считается, что блага идут всем, в общем, в семье и на многие поколения. Поэтому, собственно, ну, есть один мужик, грубо говоря, в семье, ну и пускай он и тягает. Типа, женщина все равно получит свою. Вот она, малышка стоит. 200 человек всего нужно для маленькой. По идее, большая будет тянуться до вот этих пор и потом в обратную сторону. Сколько здесь расстояние? Может, метров 500, да? Не всегда с расстояния понятна ценность города, конкретно Гокарны, даже острова. И тем более вот Шиваратри и так далее. Поэтому на будущее я бы мог пожелать, что если от вас Гокарна, и уж тем более события Махашиваратри буквально в 4 часах езды или в 5 даже часах езды, лучше все бросать и ехать. Ну, если, конечно, вы не служите или не помогаете, там, может быть, родственникам или родителям в этот момент, или там, друзьям. Ну да. Потому что то, что происходит вот сейчас в это время, или там в ночь Шиваратри, оно осознается потом годами позже. То есть на протяжении многих каких-то лет у тебя всплывают эти моменты, и ты в них открываешь для себя какие-то кристаллы взаимоотношений человека и вообще жизни. Короче, накопительный эффект. Да, поэтому езжайте. Ты тягал уже вообще телегу? Я тусил, я не помню, тягал, по-моему, тягал, но где-то я там рядом с ними обычно всегда тусил. Вот, когда они эту движуху устраивали, я кидал бананы эти. Без кокоса движухи не будет. На самом деле некоторые думают, что в Индии перманентно все курят, но на самом деле перманентно и латентно в Индии все едят бананы-банс и пьют ласси, потому что это незаметный легальный наркотик. Да. Кто пробовал банана-бансы, ставьте плюсики в комментах. Кто от них отказался? От банана-бансов никто не отказывается. Че, огромный. Гиперпитательная штука. Считается, что можно вообще на одних кокосах жить. Вообще называется кокос дерево тысячи применений. Из него можно все делать. Можно даже дом сделать из кокоса, а потом сделать уголь и топить им хату. Не забывайте раскалывать кокосики. Есть внутренняя штука, называется малая. Вот здесь мы, кстати, рядом с аптекой стоим. В аптеке спокойно себе с прилавка продают опиум. Аюрведический опиум, такие черные шарики. Смотрите, ребят, вот эта штука. Вот так называется каменье ведрован раз. А это аюрведический аптечный опиоид. Ништяк. И попили, и поели. Всем привет, шел наш какой-то уже непонятно по счету день. Сегодня важное событие, катают эту колесницу, на которой выседает бога. Вот мы с Гринчем разделились, надо его найти среди вот этой толпы. Все закупают бананы и ждут, чтобы закидывать их туда к браминам, потому что нехуй выебываться. Вот и не товарищи брамины. Очень много европейцев пришло. Кстати, в ночное время суток можно увидеть всех белых людей, которые вообще живут в Гокарне, потому что все индусы спят, а белые выходят. Отлично, Леха донатит.
Я думаю, можно прямо рядом с телегой занять место, потому что когда все начнется, сюда нагрянет очень большое количество людей и будет просто не протолкнуться. Опять возвращаясь к идее очага, дома, потому что они как защитные штуки служат. Место, пространство. И у каждого дома свой узор. А мужчины устанавливают связь с высшим. И получается, что женщина создает некую крепость, в которой мужчина может спокойно сосредоточиться на какой-то высокой идее и установить вот с этой идеей, собственно, вектор движения. Вот смотри, уже пошло кидание бананов. Привет. Я вас ему, потому что я его... И его узнают достаточно много. Это лучшие подписчики. Гринч найден, Гринч, как всегда, с любимыми подписчицами. А можно меня тоже на мою эту... И бананы, кстати. Вы откуда? Мы из Алматы. Из Алматы. Алмата с нами. Все слава. Потихоньку собирается наша толпа. Да. Виталик пришел, Паша пришел. Что, будем кидать бананы? Уже начинается процессия. Давай полностью всю возьмем, кто-нибудь будет носить. Джей Хамачел. Ну что, кто первый пульнуть хочет? Сейчас самый топчик будет, когда поедет, потому что Да, когда да, она да. будет ехать, будет орг, Попасть бронина надо. везде. Давай, Виталик. Это на удачу? Это на большую удачу. Давай кидай ему прямо в голову. Они будут сейчас обратно кидать. А что это такое, Паш? В общем, мы теперь в храме, пока на четкие не хватает рудракши, 200 рупий. А ложат русские. Индусы воруют с храма деньги, а русские не приносят. Одни несчастные женщины, последние по 20 рупий отдают. Вот я покупаю открытки. Ну и в храме теперь у нас будет раздача атрибутов силы. Но так как на Отлично. рудракше каждому не хватит по 200 рупий рудракши, мы будем раздавать открыточки по 20-ке, пока вы не начнете нормально жертвовать. И тогда мы будем делиться с вами силой. Иначе будете богатые, но пустые. А мы будем бедные, но наполненные. О, начало. Один бананчик запульнем. Почти. О, отлично, Виталик! Йоу! Прям в окошко попал. Вот оно развлечение современности. Возвращаемся, так сказать, к истокам. Кидаем бананы. Это начало. Все кидают бананы, это что-то значит. Но мы такие все экскурсоводы. Развиваем концентрацию ума, стараемся попасть. Это самый маленький банан в моей жизни. Съешь его. Белый? Like this, how you want? If you want free photo, Слушай, может они думают, что ты уже продаешь эти бананы, ты с целой веткой стоишь. Да, и меня все разбирают. Заняли бизнес русские, Да. открытки уже начали продавать бананы тоже. Нет, не наговаривай, мы не продаем открытки. Да, да, Мы их отдаем с душой. Кстати, прикольно. Дорого продавать. Фу, я начинаю плавиться понемножку. Знаешь, эти бонусы в игре собирают? Да. Давайте на экшен-то дождитесь, я думаю. Подснял гринь? Там ты позже снизу подснял? Да. Сейчас еще начнется она только, будут кокосы бить. Потихоньку подтягиваются музыканты, сейчас начнутся барабаны, придут чуваки с плетьми, которые будут себя самоистязать. И все под строгим надзором, конечно же. Под строгим надзором Марса, как сказал Леха. Ой.
Кидай! Я пока еще ни один банан не попал. Давай, давай, давай! Почти. Давай, давай! Е! Противовес. Это ноша чужая. Отлично, я попал. В общем, ребят, у нас тут сейчас пока что преразвлечение перед тем, как тягать. Все немножко так сбрасывают энергию и кидают бананы в колесницу. Народу становится все больше. Асфальт просто раскаленный, и тянуть телегу может только босиком. Алло, Кана. Алло. Чувствуешь себя брамином, Гринч? Что-то не особо. Пока что в меня кидаются бананами, и вот по мне по ноге прилетело. А мне по шее очень больно прижгло прям бананом. Рисом обкидывают. Короче, нас тут засыпают. О, смотри, огонь пошел благодатный. Они обратно бананами кидаются. Я взял с собой машинку для татуировки, но что-то я сейчас не представляю возможностей, где можно сделать татуху. Но здесь, ребят, вот так вот мы из религиозного безумия заходим в тату-студию, которая находится здесь неподалеку. Ну вот и портачок на Маха Шиваратри. Ух, он топит туда, конечно, серьезно. Не молодой мастер так-то. Ну и ходит, кстати, красиво. Ну, это Хануман? Мне кажется, что это Хануман. Ну что, записываешься на портачок? О, а что написано? Према. Это одно из имен Шивы. И это было легендарное кафе, оно до сих пор осталось. Только сейчас оно называется по-другому. Но и Према кафе, это в котором мы чаще всего зависали, там были вообще легендарнейшие встречи. Турбо-йогов, турбо-торчков, турбо-музыкантов. Короче, она была на very high level. И Према была таким, знаешь, типа клуб 26 в Голливуде. Ну, вот да. это была гакарновская Према. Господа татуировщики, оцените качество гакарнской татуировки. Хануман немножко поплыл, но пойдет. Самое главное, что это фрихенд. У него вообще никакого эскиза нет. Смотрите, мы выходим и попадаем в банановый рай. Это запуливать, это бананов. Ну, я не знаю. Главное не зашибить брамина, Паш, если ты собираешься это кинуть. Тогда уж сейчас камни пойдут.
А что, ты разменял? Они ж всю жизнь говорят, есть дача, есть. Я говорю, да вот же есть. Что-то мне поставили. Без спроса подходит, ставят тилоку и требуют бабок. Прекрасный светлый праздник, даже полицейские кидаются бананами. Развлечения в странах третьего мира, но мне кажется, это работает, они гиперсчастливые. И вообще радостный праздничный вайб. Все-таки богов мы. Hello! Тут плотничком европейцев подтянулось. Все снимают эту штуку, сейчас по ходу покатят. Здесь дозавершают пуджу, и скоро все начнется. Вот это, по всей видимости, самый главный брамен. Вообще прикольный светлый праздник, мне нравится. Да. Так, кто здесь у нас? Очередные подношения. Я даже не понимаю, кому уже. Девочка, кинь лучше банан в колесницу. Закидываем. Смотрите, сколько народу привалило. Мы только отошли, и здесь уже такая толпа. Просто посмотрите на эти счастливые лица, когда им с колесницы кидают банан, они его ловят, это просто благословление. Мне кажется, я перегрелся. Отлично, офицер, хороший бросок. Чуть-чуть выбрался из толпы. Очень жарко. Че, Лех, ты как? Найдем бабой. Жарко. Че? Денек пойдемте найдем. Пойдем банан ласси попьем. Пойдем, и оно начнется. Мы уже не выдерживаем, ребят. Нас расплавляет максимально. Мы идем сейчас в кафешку выпить холодного ласси, съесть банана банс. И будем надеяться, что к этому времени все уже начнется. Самое интересное, что в этой кафешке больше ничего не продается. Она просто оттачивает скиллс в банан-бансах и ласси. И там все время... Ну шо ж ты, дед, хлестаешь корову? Пошо ж ты животинку мучаешь? Гринпис на них всех. Это бьешь корову, такое что случается. В следующей жизни. В следующей жизни он будет коровой. Ача, смотрите, здесь тоже какая-то процессия. В Таиланде есть ритуал кавади, когда люди протыкаются в божественном экстазе крюками, протыкают щеки и прочее. Здесь это в более мягкой форме, но мы сейчас посмотрим на самоистязание верующих. Оно в отличной форме.
танцы, пляски. Что творят? Жесть вообще происходит, они стягают себя безбожно. Я до сих пор не понял, зачем они это делают. Зачем? По поверью, они таким образом заслуживают тапос, то есть силу аскезы от Бога. А если с технической точки зрения, то вот такая форма насилия — это первая форма доисторическая хатха-йоги, потому что, по сути, болевой сигнал вырабатывает определенную химию в теле, что является подобием наркотика, меняющего дурмана. То есть они сейчас типа в трансе? Да, они в трансе. Когда уже были более интеллектуальные техники, то есть начала уже появляться хатха-йога, это такой более изысканный маршрут болевых сигналов, которые тоже в легкой форме вырабатывают этот наркотик, но уже без нанесения вот таких травм, а наоборот в качестве оздоровления. Так что, по сути, это в каком-то роде первая хатха-йога. Так вот какие они, индийские йоги. Сплошное безумие. Просто изначально техника вот эта древняя. Но поскольку начали появляться кланы факиров, а факиры, они как бы имитируют древние вот эти техники, которые типа трюшные. Но у деда не было сымитировано, Так у него это- щека была проколота Вот, ну, насквозь. может, поэтому он и паханый. Он там главный, по нему видно. В черных очках, как будто продюсер всей этой истории. Дед мощный, он стоит с ножом и такой показывает, говорит, ну что, мне горло себе порезать, типа, или что? Огурцовый лажей. Мы возвращаемся обратно к телеге. И, по-моему, не, лестница еще стоит. Когда это уже начнется? Загревают. Время 3 часа дня, ребят, сейчас самое пекло. Ребята здесь все продолжают кидать бананы. И никак не могут успокоиться. Народу стало еще в 2 раза больше. В принципе, я понимаю, почему оттягивается вот эта вот процессия с тяганием телеги, потому что нужно набрать действительно много людей, чтобы сдвинуть ее с места. Количество ментов просто зашкаливает. Чифки, почас. Тенно милега. Тенно милега, only почас. 1000, mate. Чао. Чао. Паш, ты с ними строго. Так, слышь, я ей говорю, она говорит, дай денег. Ну я такой, ну, блядь, пиздец, осталось-то тут на 2 дня 200 рублей.
А я даю, ну ладно, десяточку дам. Она говорит 50. Я говорю, ну вообще приколист. И тут я говорю, нет, не дам. Она такая, ну тогда 10, да. Я говорю, на, 0 тебе дам. Вали, говорю, дьявол, уходи. Я причаститься. Украинскими мухоморами. Ням-ням. Карпатские, высота 3000. Вот что Иисус давал своим преданным. Плоть и кровь свою. Ням. Вот так вот внезапно на Маха-Шиваратри мы все наелись мухоморов. Ом намах Шивая, Аманита Мускария. Пиздец, каждые 108 лет один и тот же сценарий играем, и никто не может расчехлиться. Я уже устал. Какой сценарий? Какой? Божественный. Я за шиваитов, которые, находясь в Гакарне, едут не сюда на день рождения Шивы, а хуй знает куда. И вот таких Шива помнит всех поголовно и освобождает в самую последнюю очередь, после всех богов. А все боги над ними угорают. О, смотри, еще в неведении, дурак. Побежал за девками. Кажись, толпа двигается в сторону телеги, скоро все начнется. Мы уже, честно говоря, устали ждать. Вот это самый главный дед. Ну, просто посмотрите на него. Ребят, происходит просто полнейшее безумие. Я думал, что здесь не будет этих церемоний с прокалыванием, но вот этот дед отмачивает просто за всех. У него вся рука в крови уже. Он себе щеку, наверное, раз 10 уже проткнул. Телега все еще никак не сдвинется с места. Перерыв на чай. Из чашечек с охломой. Ребят, ну что же, максимальное количество народа на площади с обеих сторон. Я не знаю сколько, но мне кажется, что здесь больше 1000 человек. Распиханные по домам, по крышам. Скоро все начнется. Мы сейчас подбираемся к самому началу
чтобы тоже поучаствовать в тягании телеги. Мне кажется, тут все собрались вообще. Что, вроде отыграли. Походу последние брамины, он там загружаются в телегу. Сколько раз я уже говорю, что скоро все начнется. Знаете, что самое интересное? Все белые, потом обливаются. Посмотрите на ребят, которые сейчас барабанили полчаса без перерыва. Ни капли пота нет. Я не знаю, почему так, от острой еды или от какой-то диеты. Брамина заходит, значит, скоро поедет. Последние брамины вгружаются, и когда я сказал это последний раз, с тех пор туда зашло еще, наверное, человек 100. В общей сложности внутри телеги я не представляю, сколько людей, и страшно представить, в каком положении вообще там находятся люди. Мне кажется, что они лежат друг на друге штабелями. Плюс ко всему, все люди, которые находятся внутри, добавили веса телеги, но я не знаю, если каждый человек плюс-минус килограмм 70-60 весит, может быть тонна. Быстро, просто внезапно убрали лестницу и начали тянуть телегу. О, все обезумели! Как бы ни началась давка, ёпта! На самом деле это немножко опасно, потому что если попасть под ноги безумной толпе, то можно умереть. О, она движется прямо на нас! Нас тут придавливают. Просто как будто бы дом проводит там, где бананом по лбу прилетело. Мне прилетело бананом по лбу. Это было немножко напряженно. В какой-то момент ребенок сзади меня закричал, его просто начали давить. 10-го раза я попал Гринчу в голову. Да, вот так и живем. Классная тусовка. А лучше его водить, чтобы давить.
самокате. Настоящее религиозное безумие, бессмысленное и беспощадное. Да что-то как-то потягать не получилось, там чуть людей давить не начали, жесть вообще. Хардкор Махадев! Представляешь, какая температура внутри вот этой вот бани? 100% кого-то давили по ней. По-любому. Мне уже бананов налипло на ноги. Что делать? Будем кидать в них бананами. Все, погнали дальше. Почти дотащили до конца улицы. Я уже не могу идти в толпе, там очень жарко, пахнет бананами и людским пердежом, потому что, походу, чтобы ее тащить, людям там приходится срать. И почему все это нужно делать в самую жару? Кстати говоря, маленькую телегу тягают в ночное время суток. Еще очень прикольно, что половина улицы идет под горочку, а потом нужно затягивать телегу в горку. Ну что, зачем обратно катить? Зачем? А так просто интереснее. Вот этот кипиш, он удваивается. Все ради пхавы. Это состояние, которое появляется в результате усердия от того или иного действия. В данном случае усердие, стойкость, прокатить колесницу в такую жару, в такой толпе, воздать, так сказать, почесть Всевышнему Богу Шиве и его супруге Парвати. Ребят, я не знаю, сколько человек пришло, но до самого конца этой улицы люди не кончаются. Супер плотняк, сверху, снизу. Но мне кажется, уже больше косаря человек здесь, это точно. Что, первый проход сделан, сейчас осталось докатить ее обратно, и на этом все закончится. Это было долго. И жарко, и, короче говоря, не каждому под силу, так что будьте готовы, если вы поедете на Макс Шиворатри в Гакарну. Запасайтесь силами, чтобы все это выстоять. Кто чем занимается? Смотрите, вон там кто-то несет портрет какого-то болливудского актера. Ну что, тянем обратно. Это сейчас так весело работает группа поддержки. Здесь из разных городов есть такие ребята, которые просто подбадривают толпу. Пока телега никуда не тянется, они поют песенки и отвлекают всех от того, чтобы, наверное, все не разбежались по домам. Это Five Star! Вот мы видим прямой репортаж с футбольного матча «Спартак-Зенит». Ом Намah Шивая. И ведущий этого спортивного канала я, Глеб Сусанин. Заведу вас в те широтные дали, в которых вы никогда не бывали. Да, главное не умереть, хотя нормально, переродился. Пошла жара, парни. А за что ее тянут, я не пойму.
За чье-то тело. Держись за нее! Вытягивай! Отлично, поехала в обратную сторону. Блин, секунда прошла, люди просто взбесились сразу же. Ребят, я могу сказать, что в прошлом году было как-то поспокойнее, а в этом году люди более бешеные. Крутится колесо сансары. Съемывай, все идем босиком. Нас раздели. Хар-хар! 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 Хара-хара Магадев! हरा हरा मैं बोलता हूँ हरा हरा मैं स्पीकिंग Окей. Хара-хара! हाँ महादेव Хара-хара! महादेव Хара-хара! महादेव Хара-хара! महादेव Хара-хара! महादेव Хар-махадев! Хара-махадев! Чё вы? Тянем ношу. Это не то, это менты держат. Трос другой. Ребят, честно скажу, телега на ладаном дышит и шатает из стороны в сторону. Я не знаю, были ли в истории такие моменты, когда эта тележка падала, но выглядит это все крайне небезопасно. Работает на чистой магии индийской. Нажимаем до конца. Это новый век технологий, поэтому так тяжело тащить.
самом деле все, что сейчас происходит, это просто свадебная церемония. И вот так вот это выглядит. Ну все, мы почти докатили ее до гаража. Ребят, я не знаю, что у меня там с лбом происходит, но мне кажется, что у меня серьезнейший ожог. Я проснулся сегодня днем, и у меня просто вот так кожа сошла с лба. Я подумал, окей, новый слой кожи, ништяк. Но сейчас, по ходу дела, и он тоже слезет. Последний рывок. Ура, доехали! Все это продолжалось где-то минут 40. Больше всего я не люблю эту тему, когда мероприятие заканчивается, и все такие, а что, нам куда-то нужно уходить, и начинается вот это, просто в разные стороны тысячи людей начинают куда-то идти. У меня сейчас только одно желание — найти магазин, где продают холодную воду, и выпить целый литр. Тележку вернули обратно. И тут и весело. Фу, здесь жарко, как в бане. Да, ни о каких личных границах здесь думать вообще не стоит. Здесь вопрос, как бы выжить. О, одна звезда, это кто? Ну что, ребята, вам нравится, как это все выглядит? Через экран-то по-любому все нормально. Yes. Я, честно сказать, тоже кайфую. Что-то в этом есть. Ага. А когда это закончится? Я даже ногами не иду, меня просто куда-то несут. Человеческая многоножка выглядит вот так. Это индийская версия. Фу, мне надо вырваться из этого круга, я уже не могу двигаться в таком темпе. Вот сюда. И я нашел ларек с водичкой. Фу, ребят, это не шуточки. Вы хотели Маха Шиваратри? Получите. И я тоже получу. Все получат по заслугам. Смотрите, кажется, я заметил в толпе мистера Хайзенберга. Мистер Хайзенберг! Сейчас, ребята, я дойду до какого-нибудь места, где можно вообще сесть и выдохнуть, и немножко поделюсь впечатлениями, потому что пока что в башке такой гул стоит. Я прошел эту процессию вперед и назад, не тянул, не толкал, скажу честно. В прошлом году только маленькую телегу приложил руку. Честно, у меня возникают странные ощущения, когда я представляю себя, прилагающего очень большие усилия для того, чтобы сдвинуть большую колесницу. И ладно бы, если бы это была просто колесница, но, блин, когда эта колесница набита какими-то чуваками, вроде как это брамины, с такими пафосными счастливыми лицами, и почему я вообще должен это делать, я не понял. Так, посижу у коллег по работе. Можно себе даже татуировку набить, но что-то страшновато. Слишком у них все там ржавое и грязное. Вообще, ребят, в Гакарне нельзя курить сигареты. Ну, это святое место, здесь вообще все что угодно курить запрещено. Но в прошлом году как-то я на это не обращал внимания, просто делал то, что мне чувствовалось. И вот сейчас прям посреди улицы сижу, курю себе вполне. Меня все вот смотрят, эти проходящие люди. И вроде бы уже никто не жалуется. Хотя в обычное время, если вот так вот сидеть в наглую и курить, то можно и бамбуковой палкой от копа по спине получить.
Меня просто Шива охраняет. Это было нелегко. Все для вас. И это, кстати говоря, последний день пребывания в Гакарне, ребят. Я так задержался на 2 дня, чтобы показать вам вот это событие. Многие уже его видели. Фишай снимал это в прошлом году, мы были там вместе. Но хотелось немножко заснять и свою историю. Местами было скучно, местами было весело, местами было жестко. Надеюсь, вам понравилось. Мы приехали в Гакарну на байках, и после того, как основная часть людей откололась и поехала обратно в Гоа, я отдал свой байк, Виталик тоже отдал свой байк, и, собственно, мы здесь на своих двоих остались и решили ехать обратно в Гоа на поезде. Сейчас подожду, пока толпа рассеется, попытаюсь встретиться со своими ребятами, и мы, наверное, еще проведем весь этот день в Гакарне, почилим на пляже, посмотрим на закат, который, кстати говоря, уже совсем скоро. И я думаю, что отдохнем, потому что после такого дня еще и на поезде ехать я просто не вынесу, ребят. Ну а завтра проснемся, спокойно соберемся и поедем обратно в Гоа. Меня ждет огромная работа, потому что я наснимал огромное количество материала, и как вы могли заметить, у нас 2 оператора в этом блоге. И спасибо большое, Виталик, за то, что взял камеру и тоже что-то поснимал с других ракурсов. Так что в ближайшие, наверное, недели 3 меня просто не вытащит из-за компьютера. Буду сидеть, монтировать и создавать этот уникальный фильм под названием «Жизнь». Просидел, наверное, с полчаса на этом месте возле тату-салона, и люди не прекращают идти. Я не знаю, какая здесь проходимость, но, по-моему, мимо меня прошло уже 1003 человек. Остался последний бросок. Да, ребят, сказать, что я устал, это ничего не сказать. 5 часов жарились под солнцем. Сейчас уже солнце садится, мы вышли примерно где-то около часа. Экспириенс получен, было кайфово. И очень рад, что не слился, не уехал в Гоа, решил остаться здесь и все это поснимать. Я вот сейчас выбираю самый лучший путь. Вся толпа валит на пляж. А мне нужно добраться до дома. Я вот думаю, идти мне по пляжу через эту всю толпу по солнцу или доехать на тук-туке. Раз уж я начал хардкорничать, назад дороги уже нет. Пойду по пляжу прогуляюсь, заодно и в тишине запишу немного своих мыслей по поводу всего вот этого. Кстати, ребят, сюда же все не просто так идут. В городе мероприятия закончились. И здесь на пляже стоит вот такая маленькая сцена, где выступают гакарнские таланты, всякие разные музыкальные группы, танцоры. И даже перетягивание каната, я помню, в прошлом году тоже было. Смотрите, сколько народу выбралось на пляж посмотреть на закат. Ача, кажется, впереди вижу Пашу и Дуная. Вот, смотрите, такая вот обычная история. 2 русских парня, один, вернее, русский, а другой украинский. Благодарю. Вот оно, слияние. А что вы здесь делаете вообще, ребят?
и обучаем нищих петь ом намah шивая. Как тебе, Мах Шиваратри, как тебе этот день вообще? Я тащил эту тележку. Ты тянул ее? Я, к сожалению, не мог этого всего увидеть. Потому что у тебя камера была. Ты ее толкал в прошлый раз. Да. А мы тащили в это. Все нормально. Ну что, чувствуешь, что карму почистил, браминов потягал? У меня как бы нет этого, знаешь, так скажем, зацепки за карму. Нормально все и так. А зачем тащил? А, за компанию. Ну, тоже нормально. Бхагавана потаскать, ты чё? На приколе. Так, это что это за врыв? Бхагаванку. Паш, что она хочет? Паш, ты чего забрал у женщины? Это же ее алтарь с деньгами. А эта женщина не уважает мужчин. Почему? Именно поэтому я ей показываю урок. Приезжаете в Индию и балуете их деньгами. Ну так что, будем уважать мужчину и играть и учитывать его присутствие. Are you ready to respect that I'm also here? That I'm not giving you just money? А? Такой снюр вроде. Бхагавана забрал у женщины. И может это все, что у нее есть, Паш? Так я вообще похуй, смотри. Нет, у нее красивые глаза. Ну-ну, so. Паша бесцеремонен вообще, вот с такими ребятами, которые просят деньги. На, говорит, забери эти деньги, они мне не нужны. Так, следующее. Пашу, это даже Бхагавана не заберешь. Я на самом деле сегодня уже задонатил достаточное количество денег. Телегу тянул? Да. Я ж первый ее тянул. Огонь. В самом начале, Мы вообще где там Гаша была, я за Гашу крутились держался. прям. За веревку. Ну что, как ощущение? Ощущение, что это я все затеял. Хорошая. И без тебя бы она точно не поехала. Конечно. Без меня бы она поехала. Но не в ту Но сторону. когда они видят, что я вместе с ними ее тяну, в отличие от тех жирных браминов, которые сидят наверху и которых они закидывают бананами и апельсинами, Откармливают. тоже, да, и лимонами, то они, в отличие от тех браминов, подарили мне свою любовь. Ну и вот эта девочка жала, но я ее не дожал, конечно. Вы это отвлекаете, ходите. Я ей говорю, подари мне немного любви. Она мне совсем чуть-чуть дала, а забрала, конечно, побольше. А что забрала? Что забрала? Обиду мою забрала на женщин. Ну а зачем она? А Это я ж ее хорошо. обиду на мужчин. И вот мы, взаимодействовав вместе, стали немножечко посвободнее. Я это прям почувствовал. Умно, Мах. Какой Шивая. позитивный дом намah Да. шивая. И важно, самое важное, это в любом взаимодействии, в которое я вступаю, самое важное это остаться при своем хотя бы, и чтобы человек был тоже счастлив. Иначе завершать взаимодействие опасно для жизни. Ну, все должно быть в гармонии. Гармония. Вот мы, живя в этом материальном мире, стремимся обучиться двигаться в материальном пространстве в гармонии с собой и другими. Я считаю, у нас это прекрасно получается. Вот куда бы мы ни приехали, всегда происходят всякие классные события. Вот в Гакарну приехали, смотрите, Маха Шиваратри аж произошло. Сам Шива пригласил нас на день рождения и обучает. На свадьбу. Ой, на свадьбу. На День свадьбу. рождения и свадьба, Да. там все были части. До наступления свадеб все ругаются, расстаются, уезжают, финансовые проблемы. Женщины материально не готовы двигаться, боятся, что мужчины их не обеспечат. Мужчины хотят свободы. Я сам всех бросил, ушел в пещеру, потому что деньги закончились. Нет, не ври, баба. Не потому, что деньги закончились. А почему? Терпение лопнуло. Терпение доколе. Доколе! Вот. И наконец-то, когда я ушел в пещеру, я осознал, что жить без нее, без моей красавицы,
не могу. И мы решили, что она тоже жить без меня не может. И поэтому она приедет сюда, в свой 5-звездочный номер, на который у нее будут изобильные средства, так как она сама двигается в изобилии. Сама да самодостаточна. А я сам изобильный и самодостаточный. У меня 4-комнатная пещера, лучше мне не надо. И там энергия бьет ключом. И поэтому она будет жить в квартире с удобствами, а я в пещере с энергетическим зарядом. И она материально заряжена, а я духовно заряженный. И мы живем и создаем изобилие вместе, в моменте здесь и сейчас. Класс. Вот это свидетельство о Да. рождении? Это, Так, внимание! это откуда оно? Я был невнимательный, но я понял, что меня притянуло это свидетельство о рождении. Я не понял, почему я так тянусь к нему. Потому что здесь трезубец, в котором запечатлено одно важное слово для понимания. Это буква В, это буква О, это буква Л, это буква Я. Воля. Это фундаментальный принцип свободного человека. Воля або смерть. Поэтому не буду я за девчонками бегать. Я лучше умру от своего эго в пещере, нежели чем побегу зарабатывать деньги, Паш, мы тебе умереть не дадим. которыми управляет этот Кришна. Поэтому мне ничего не надо, я уже свободен. Вот подтверждение. Осталось фотографию моего фейса бородатого. Все. А что это такое? Удостоверение личности, а точнее свидетельство о В рождении. смысле, я первый раз такой вижу. Похоже на бирку от одежды. Ну вот как бирку тебе при рождении пришивали Ну. в совке. Это я здесь подобрал Индиго. на Маха Шиваратри. Индиго Смотри. Сити. Индиго Сити, секс, female, Ага. Deny, это отрицать. Это man, который все отрицает. Да идите вы нахуй все отсюда это со чё? своим материальным миром. Я из духовного приехал. Это паспорт гражданина мира, что ли? Да. Сплэш это вспышка, всплеск. Кто ко мне не подойдет, всплеск получает. И я сам в всплеске и живу. Зачем мне двигаться по материальному миру, если я в духе нахожусь? А кто не в духе, идет зарабатывать деньги. Дальше все. Surname. Деним. 3 буквы, троица. Когда заказано было? Сегодня. Однодневная. И срок действия? Да, конечно, не времени, вне пространства. Не существует ничего, ни часов, ни календарей. Время существует только на ваших часах и на бумаге. Времени Покажите вообще мне не время. существует. Вы сказали, что я старею. Да я вас вообще умолять не стану. И доказывать вам правду и истину тоже. Это вы будете платить мне бабки, чтобы я слово молвил. Удостоверяется на распространение сплэша, вспышки. Неси свет, брат, вот что они мне пишут. Ты свободен. Сегодня был день рождения Маха Шиваратри. Ом Намах Шивая. Ом Намах Бог Шивая. любит Троицу. 3 Маха Шиваратри будет через год. И тогда произойдет все то, чего вы ждете. И все закончат материальную игру, осознают свою божественную природу и будут двигаться как боги. В Махабхарате остается только Кришна и Арджуна, но то была эпоха Кришны, а сейчас Шива. Поэтому трезубец – это символ триединства, вне времени, вне пространства, вне гун. Так что мы, двигаясь по материальной вселенной Индии, освобождаемся в каждом моменте и стараемся задержаться на подольше. Здесь и сейчас. Давайте договариваться и жить как одно целое. Иначе продолжится игра. А я уже устал играть, брат. Ты Так мы никаких скоро, игр больше. Паш, мы скоро на новый уровень переходим. Называется Таиланд. 5-е измерение, изобилие. Шива встречает Парвати, и они двигаются вместе в изобилии, потому что Парвати, когда просыпается в плохом настроении, идет медитирует, а не ебет Шиве мозг. А Шива, когда в плохом настроении просыпается, идет разрушает иллюзии, а не Парвати свою разрушают. Вот это изобилие, я понимаю. Мы здесь воюем тоже, но по-другому. Поэтому давайте завязывать и осознаем наконец-то, что мы одно. Это был серьезнейший экспириенс для меня, учитывая, что последний месяц я, как вы уже знаете, занимался нейросетями. И кто следит за моим инстаграмом, видит, что я каждый день заливаю туда
диффузионные рилсы со всякими психоделическими пролетами и историями. Кстати, напишите в комментах, кому нравится то, что я делаю. Я собираюсь это развивать. И в блоге это тоже хочу применять. Также внизу под видео оставлю ссылку на свой телеграм-канал, где я выкладываю свое нейросетевое творчество. Можете тоже посмотреть там, что у меня получается. После такого максимально загруженного дня у меня просто уже не остается сил. Так что поделюсь немного впечатлениями. Вообще про всю вот эту вот историю Гакарна. Здесь произошло много интересного, мистического и увлекательного. Для меня, как и в прошлом году, это было что-то с чем-то. Месяц сидя дома, изучая нейросети, а потом резко вырвавшись из вот этих вот комфортных условий, я попадаю в такие путешественские условия, когда у нас начинается приключение, и мой мозг совершенно начинает по-другому работать в это время. Так что, друзья, каждому желаю начать свое путешествие. И вот этот вот первый шаг, так же, как и полететь куда-то, так же, как и просто поднять свою жопку с дивана и отправиться в поход, сходить с друзьями или просто куда-то выбраться, посмотреть что-то интересное. Это на самом деле не так-то просто. И понял я одно, что вот таких вот людей, которые заставляют себя испытать какие-то новые ощущения, отправиться в новые страны, не так уж, как оказывается, и много. Но я надеюсь, что из вот таких людей, которые показывают свою другую жизнь, людей, которые отважатся на свое первое путешествие, будет становиться все больше. И это очень круто. Друзья, я немножко уже упоминал новую тему о том, что индийское правительство выпустило одну такую интересную новость, которая гласит, что отныне все, кто приезжают в Индию по туристической визе, могут находиться в этой стране не более 90 дней в году. Что, конечно же, очень прискорбно, потому что все мы очень любим Индию и очень любим здесь долго и непринужденно жить. Таким образом, мне кажется, индийское правительство решило немножко выдворить всех вот этих лонгстейеров из этой прекрасной страны. Ну и что я могу на это сказать? Ничего страшного, потому что рядышком есть прекрасный Таиланд, которым правит удивительно прекрасный король. И я уверен, что большое количество людей поедет именно туда. Ничего плохого я в этом не вижу. То, что моя индийская история потихоньку начинает заканчиваться, и у меня прямо внутри все трепещет от того, что когда заканчивается одна история, начинается какая-то другая новая, и она будет в совершенно другой стране, где говорят на совершенно непонятном мне языке. Все нужно будет изучать с нуля, каждый камушек, каждую крупиночку собирать снова, понимать, как вообще там все устроено, как там нужно жить. И это очень-очень круто. Создать в своем мозге новые нейронные связи и открыть для себя еще один увлекательный уровень этой прикольной игры. Вот такая вот история из жизни, друзья. Так что в скором времени, возможно, изменится все. И ландшафт, и люди, и язык. А я, как вы видите, уже немножко изменился. Ну, как минимум, свою прическу. Ну что ж, друзья, я очень сильно хочу есть и отдыхать. А вам, как всегда, желаю любви, добра, счастья и света. Начинайте уже путешествовать. Начинайте свое приключение, свой уровень вот этой вот прекрасной и красивой игры. И не сомневайтесь, все у вас получится. Просто ничего не бойтесь. Вселенная сама все расставит и сделает за вас. Вам нужно просто идти вперед. Все, друзья, всех обнял. Спасибо большое за просмотр. Спасибо отдельно тем, кто подписан на мой Boosty. Спасибо вам, ребят, что помогаете мне и поддерживаете. Всех люблю, обнимаю. Скоро увидимся. Пока.